Хлопи-хлоп, вам маленькие хлопушки. Что я хотел вам с вами поделиться? Я хотел поделиться с вами одним днем из дня Кирилла, меня. В общем, вчера был такой день. Я приобрел себе эту камеру, которая сейчас запечатлевает мое лицо. И подсвечивается... я еще не читал про свет. Я прочитал только про диафрагму и выдержку. И как видите, я довольно-таки выдержанный джентльмен. Ну, как я понимаю, это, наверное, контровой свет. Это неправильный свет, потому что он светит сверху и... Ну, я заказал уже кольцевую лампу, она будет на меня светить отсюда и сжигать мне лицо, и я буду как в замечательном фильме с Харрисоном Фордом. У меня есть штучка. Короче. Вчера был довольно интересный день. Этот молодой джентльмен поехал чистить матрицу на камере. Потому что за день до этого я поехал покупать себе переходничок, чтобы пользоваться, вот, например, такой замечательной оптикой, как Helios 46, потому что на ней 1,4 просветления. Советское просветление. Самое, а как говорилось, в Советском Союзе было самое лучшее, что образование и просветление, правильно? И, короче, я открыл матрицу, собственно, она не закрывается шторочкой, и когда я снимал это кольцо, чтобы накрутить как раз Helios, я смотрю, и там ебаные пятнышки. Я такой, это, наверное, пыль. Смотрю, нет, это как будто бы, знаете, когда у вас... Когда у вас пленочка, и типа туда пузырик попал. Я такой... И я такой, блядь, сука, блядь, нахуй, блядь, нахуй, блядь, нахуй, блядь, сука, блядь. Похуй, потом запишу. Опа, на. Как я опять оказался тут? Неважно. Самая дешевая шлюха. Я помыл голову в туалете съемочной, ну, в смысле... Где, короче, чистил матрицу, где продаются крутейшие всякие объективы за 300 тысяч, которые... У меня какое-то странное желание возник... Стащить их все. Да, я смотрел на объективы, и я такой... Мне нахуй не нужны эти огромные телеобъективы, которые даже в рот не положишь, не поместятся. Но они такие красивые и железненькие. И вот у этой камеры Kit, не та веселая игра, где люди, дети пилочками резали себе веночки. Мой китовой объективчик, он весь такой пластмассовый, такой... Смотришь на него, такой... Я когда его первый раз достал из пленочки, такой... Боже мой, мне продал ДНС... Да, я подумал такой... Ничего себе, они продали мне... Какой-то китайский Canon. В общем, стоял, смотрел, хотел...
такие мыслишки, что надо разбить. Ну, естественно, я не делал, не буду делать. Что? Вот, да. И когда я такой, йоу, надо пойти на эту тусу. Ну, где режут бумажку. Ну и вот, в этом вот туалете магазинчика я решил помыть свою голову перед тусой, потому что у меня... Прям жесткие траблы, когда я, типа, не помылся день, там, или что-то такое, каждый день мыл голову, и все, потому что я себя и так довольно отвратительно в своем теле ощущаю. Вот, а когда я еще там не помылся, или тем более, допустим, позанимался спортом, вот, я прям себя как отвратительно чувствую, поэтому я пошел в их замечательный, огромный там, короче, очень очень большая площадь комнаты, но при этом еще низкий потолок, такое ощущение, как будто бы это какой-то, я не знаю, подземный супербункер для элит. Вот. И там кнопочка туалета встроена в стенку. Вот. Замечательный туалет. Не знаю, я все места оцениваю по их туалетам. Макдональдс сейчас довольно в печальном состоянии. Вот. Пошел я на эту вечеринку, похуй. Туалет отличный, фотка голой женщины, прям с сиськой, не замазан. Можно помыться, мыло нормальное, не выедает кожу. Там полотенец много этих бумажных. Вот. Никто вроде не стучится в туалетную комнату. Блять, это видео не про туалет. Вот. Пришел я на это место, тусил под окнами, потому что я не знал, как туда попасть. Потом позвонил Облачку, Насте Облачку. Короче, спустились, да, и я вошел. Вначале я вроде такой, ну, немножко так, ну, нормально, ну, типа, пойдет. Преодолел вроде бы тревогу, и нормально. И там, короче, такой кружок, ну, типа, люди в кругу сидят, ну, они там все как семья живут. Ну, я там пристроился на подушечку, пару раз пытался шутить, но все как-то... Вроде бы у меня тогда было настроение, ну, типа, более-менее, но я практически людей-то не знаю. Ну, как бы мне постоянно надо, типа, такую валидацию, что я, типа, могу разговаривать. Ну, короче, молчание меня прям пиздец убивает. Вот. А тут, как бы, ну, Настя там напротив сидит, и я, типа, с ней не могу что-то там, да, такое ха-ха-ха. Ножницы похожи на лесбиянок, я не знаю. Ну, и ты начинаешь загоняться, и такой... Ну, естественно, я КПТшу себя, и такой, типа... Нет, дружище, ты не обязан тут ничего говорить, это просто ножничная вечеринка. Блин! Ладно. Да, в общем, сидел я, пытался не загоняться, такой себя, друг, все нормально, дружище, ты просто должен что-то делать. Я, по-моему, даже неправильно понял прикол этой. Я думал, это что-то такое типа макраме. Ну, то есть я начал делать что-то такое объемное, потом смотрю по сторонам. Коллаж оказался не про объемность, ну, наверное, он может быть объемным, но это типа как это называется в фотошопе. Ну, та штука, которую делали до прихода нейросетей, типа фотобаш. Типа... Вот, я делал какую-то детскую открыточку. Клей не клеил, ножницы не чик-чикали и все такое. Похуй. Вот. А потом я как-то понял, что на фоне всей этой резательной пати, резательная пати, отличное заглавие для самоубийственной вечеринки. Резательная пати, да. В общем, у них там проектор, и на всю ебаную стену
лицо Джеффри Даммера. Я просто одел очки, он тут в очках. И я типа чувствую себя, вот как бы я вроде бы в компании, но при этом я не принадлежу этой, ну, тем более там знаю только Настю, и она как бы уже влита в этот круг, а я в этот круг не влит, а у меня и с одним человеком сложно общаться, а тут куча, и я их не знаю, да. И там лицо Джеффри Даммера, там рассказ про этого Джеффри Даммера, и там такие фразы типа, всю жизнь он там боролся с одиночеством, чувствовал себя там не вписанный в общество, бу-бу-бу. И я такой сижу и испытываю примерно те же чувства. Ну, не в смысле, что я хочу всех порубать и даже не пососать сосочки накачанных парней, которые уже трупы. Нет. Типа я сижу, я вроде бы в толпе, но я супер одинокий. И тут про маньяка, который супер одинокий, и я такой... Вот. И я оттуда, съебался, такой вышел. Потом я почти дошел до ремонта матрицы. И наткнулся на дом. Дом полностью, частично в лесах. И я, наверное, фотку приведу. И такой, как это сказать, заворот дома, вот такая вот хуйня, и вот здесь еще типа стена, и здесь еще типа стена, и я вот здесь, похуй, я фотку приведу. Вот. И там вообще не было вокруг людей, это какой-то такой местечковый проходик, типа вот, туда, куда мне нужно. И такой небольшой ветерок, и он немножечко так трепетал эти полиэтиленовые штучки. И я что-то... Знаете, вот есть такая я иногда такое ловлю. Вот ты как будто бы живешь на автомате, что-то делаешь. И потом хуяк! И такой, прозрение, что ты в моменте. Как будто бы до этого ты, типа, как в каком-нибудь, блядь, Fallout нажал на Q, чтобы, типа, он автоматически бежал, а потом ты перехватил управление, и ты такой... Это не... это чувствуют только люди. Я уверен, все из вас что-нибудь такое испытывали. И я ощутил... я по сторонам такой оглянелся. И на этот дом... И что-то он меня так заворожил, я прям ощутил родство с этим домом. Знаете, как в Silent Hill 4 The Room, где этот мальчик... Черт, он был убийцей. Я не убийца! В общем, он считал своей матерью комнату. Поэтому, да. И я там стоял и пытался напитаться этим домом, его прекрасным и загадочным одиночеством. Дальше. Одиноко стоящий дом, завывающий своими полиэтиленовыми этажами строительных лесов. Я словил какое-то странное родство с ним, и вокруг не было ни единой души. И я поймал очень странное состояние, как будто проснулся, знаете. Я стоял и разглядывал этот дом, пытаясь запомнить и понять его. Пытался сфоткать с разных ракурсов, но выходило не то, что я видел глазами. И, конечно, не то, что я ощущал душой. Не знаю, что. Большую часть времени я не очень понимаю, что ощущаю. Мы маленькие котятки. Я лицезрел эту прекрасную постройку, точнее, прекрасный кокон. Так я стоял где-то минут 10, наверное. Пытался прислушаться к этой энергии здания. Топ. Топаю забирать камеру, и тут вижу на ветру
шелыхается полок этого полиэтиленового занавеса, который ведет вовнутрь лесов. Пиздец. Каждое слово я выжираю у моего мозга. Дай мне слово. Я увидел, что разорван этот полог, он такой на ветру. Я стою и смотрю в темноту, и мне не хочется туда идти. Ну, в смысле, мне просто хочется скорее домой. И я стоял перед выбором между просто пойти дальше, там, забрать камеру, пойти домой. Но я хотел сделать, типа, что-то такое. Крутое. Ну, не крутое, но, типа, ну, что-то, что я обычно, типа, не делаю. То есть, просто что-то. Все-таки я заставил себя войти в эту прореху. Там было темно, и я даже не знал, если там люди, доски, они прям, ну, типа как на пиратском корабле идешь. Блять. Крался и типа, прислушивался, и там постоянно какие-то шорохи, и я думал, что сейчас, особенно когда я поднялся на крышу, что-то там кто-то начал на весьма не очень русском языке орать что-то, я подумал, блядь, это за мной. Я был в полной уверенности, что они устроили засаду внизу. Сначала я думал такой, так, ну окей, они, наверное, сейчас пойдут наверх, типа поднимаются, потом вроде какие-то шаги слышал или что-то такое, но типа не слышу, что они дальше поднимаются. Такой, ага, значит, они там устроили мне засаду, точно. И я пошел искать там другие выходы, по другим лестницам спускаться, все такое. Искать какое-то оружие. Вопросы, а могут ли они убить меня, или они просто мне пригрозят? Я забрался куда-то вообще не туда, откуда не было, оказывается, назад выхода, потом мне пришлось протаскиваться весь, я измазался. Вот, нашел просто какую-то палочку, такой примериваюсь. Там никого не было. Да, за камерой я пошел. Прям огромную радость я почувствовал. Ну, типа, до этого я был прям довольно, я себя как бы заменеджил, закапотешил, что да все нормально, там я на этом в кроне, типа, нормально, могло быть лучше, могло быть намного лучше, могло быть супер-дупер лучше, но, типа, ты не досрал штаны при всех. Нормально. Но все равно был довольно расстроенный, одиноковый, и вот это все. А здесь я вроде какую-то хуйню полную сделал. Просто полазил по, стройке, но что-то так прям это редимнуло мне этот день. И он такой отличный мне показал. Я еще и камеру очистили, все нормально. Вообще заебись закончился день. Вошел я туда весь грязнущий, забрал свою камеру. Не помню, что там еще было. Вот так вот. Дорогие друзья, вы просмотрели это видео. Жму вам руку за то, что вы его посмотрели. Вот так вот. Делайте безумные вещи. Как будет? Да, мне больше нечего сказать.